Дорогие наши друзья, любимые наши подписчики и гости нашего канала, мы вас всех приветствуем и желаем вам отличного настроения. В этом выпуске мы хотим немного ознакомить вас с нашим оборудованием, которым мы обзавелись за это время. Многие из вас, скорее всего, знают, каким оборудованием пользуются охотники за паранормальным и мистикой. Сейчас мы их перечислим. Да, и один из таких устройств – это обычный фотоаппарат. Обычная мыльница, ну, она лучшая ловушка на паранормальную активность. Я вот даже могу сказать, что когда я снимала на свой телефон, я не могла поймать даже элементарно орбов. Ну как элементарно? Некоторые их не могут поймать. Следующее наше устройство – это обычный диктофон. Казалось бы, ну что здесь такого? Но со своими функциями он справляется на 5 с плюсом. Согласна. И я хочу сказать в сторону диктофона, что я больше ему доверяю. Да, Ты да, тоже? Да, конечно. И по поводу спиритбоксов я на самом деле достаточно критично к этому отношусь и немножко скептически. Да. Да, то есть, я больше доверяю диктофону, потому что одно дело радиочастоты, которые в какой-то момент останавливаются. Там просто перелистывание радиочастот, и все. Здесь ты идешь, делаешь полный разбор, убираешь ненужные частоты. Технология, в общем, достаточно интересная. Когда ты действительно все это делаешь в программе сам и понимаешь, что да, действительно там что-то вот записалось, конкретно голос, конкретно даже бывают какие-то логичные фразы, вот это вот на самом деле многого стоит и до мурашек. Да, кстати, согласна. И, это называется феномен электронного голоса, фэк. Вот самый настоящий фэк. Да, самый настоящий фэк. Итак, перейдем к следующему нашему оборудованию. Давай. И это у нас знаменитый электромагнитник. Электромагнитник, да. Ну, что про него можно сказать? Про него уж, наверное, все наслышаны, все знают. И без него не обходится ни один уважающий себя охотник за паранормальным. Вот, собственно, и мы его приобрели, наконец-то. Да. Модель, в принципе, она не такая сложная, достаточно простая в управлении. Никаких заморочек, показывает электрическое поле, магнитное поле и, соответственно, температуру окружающей среды. Все, что нужно. Да, все самое необходимое. Да. А теперь мы хотим перейти к самому главному, самому основному, собственно, ради чего мы здесь и собрались. Да? Да. Мы очень долго и давно ждали то оборудование, про которое мы сейчас вам расскажем. Вот оно к нам наконец пришло. Наконец-то. Да. Ну, расскажи. Самый, пожалуй, интересный, но малоиспользуемый прибор на российском ютубе – это Kinect-камера, которая осуществляет полное трехмерное распознавание движений тела в пространстве. Датчик глубины состоит из инфракрасного проектора, объединенный с монохромной матрицей, что позволяет датчику получать трехмерное изображение при любом естественном освещении. На одном небезызвестном канале ребята первыми стали использовать данный вид оборудования. Нам эта тема тоже стала интересна, но мы решили ее собрать сами своими руками. Друзья, если что, никакого плагиата, но чтобы быть честными и не присваивать себе первенство, мы поставили этих ребят с канала в известность, так что они в курсе. Я полностью разделяю твое мнение и считаю, что честность – это одно из главных качеств в людях. Оно очень важное. Да, оно всегда помогает и в жизни, и в работе. Так что, друзья, будьте честными.
Ну а наш канал «Пара нормальных блогеров» с вами на сегодня прощается. Оставляем вас наедине с психушкой 4-й частью. Вы лучшие! Пока! Всем доброго времени суток, друзья! А начнем мы наше видео с того, на чем остановились в 3-й части. Итак, загадочный домик. Может, у вас уже есть догадки, что хранит в себе этот странный дом? Тогда оставайтесь с нами и приятного всем просмотра. Есть что-то. Пока батарейка не села, надо быстренько ловить момент. Ничего нет. Это точно баня, ты уверена? Похоже. Странное вообще строение какое-то. Свети. Все, собственно, больше здесь ничего нет. Свети, точно валим. Ты фотографировать не будешь? Фотографировать не будешь? Ты думаешь, там совсем немножко. Лично мы подумали, что это может быть баня. Но как считаете вы, друзья? Напишите об этом в комментариях. Если честно, то слишком странно она выглядит, как обычный жилой дом. Печь была, но все-таки, наверное, баня, скорее всего. Рукавицы. Что такое НВ5? Или что это такое? Какая интересная скамья. Ну а сейчас, друзья, посмотрите фотографии, которые мы сделали в этой странной бане.
Привет, друзья. Ну что, Привет. мы вернулись в психушку. Короче говоря, сегодня продолжение. Итак, попробуем сегодня попасть во все те помещения, в которые мы не попали в прошлый раз. И, наверное, сегодня дойдем до домика, да, где жил тот самый псих, главврач. Мы с собой взяли электромагнитник. В данный момент сплошняком я все замеряю. Сейчас. Я прошу прощения за голос, я немножко приболела, ребята. Даже сейчас есть возмущение небольшое, 0,1. Но оно периодически показывает, не знаю. Пока нет. Это надо вот. То есть, сами вы знаете, что никаких электропередач Здесь ничего нет. не проходит. Вот там вот стоит столб, но здесь все отрезано, естественно. Отключено, отрезано. Если даже где-то, ну как сказать, какая-то идет линия электропередач, то здесь будет только электрополе. Но в данный момент показывает 0. Нет, вот магнитное. Видите? Магнитное возмущение есть небольшое. Есть. И это странно, как минимум странно. Посмотрим, что будет дальше. Сейчас мы хотим пройти вот в это помещение, там мы еще не были. Дойдем до туда и включимся. Ну что, друзья, держите за нас кулачки. Я думаю, видео должно быть интересным. Поехали. Так, ребят, я буду немножко вести съемку, чтобы вы видели. Посмотрите, уже пошли возмущения, если вам видно. Не знаю, под каким углом снимать. Отсвечивает все. Посмотрите, насколько меняются показания. И они также блуждающие. Пошел процесс, посмотрите. Смотрите, вообще он что зашкаливает. Если вообще видно. 5, 1. Ну, мы, похоже, кого-то растревожили. Так, друзья, посмотрите, мы пробрались к этому зданию. Посмотрите, что творится с электромагнитником. Это вообще... Он просто стоит вот так. И практически не спадает. Вы знаете, я не знаю, что это вот за колодец такой. И колодец ли это вообще, не знаю. Да. То есть здесь постоянно вот такое вот электромагнитное возмущение. Друзья, еще хочу сказать, что мы, наверное, по возможности будем меньше говорить и меньше вставлять музыки. Вы, пожалуйста, прислушивайтесь к звукам, к шорохам. Возможно, вы также услышите голоса. Пишите тайм-коды, мы будем потом все это разбирать. Все, пошлите дальше. Колотится. Ой, где электромагнитник? Ты его держишь. Все так и не спадает. Нет, вообще. Смотри, видишь? Просто не знаю, возможно, что это. Давай, проходи. Ну что, пошлите. В общем, здесь, я так понимаю, тоже была хозпостройка. Скорее всего, поросята, возможно, жили. Что это там такое? Что там на стене, рисунки, что ли, какие-то? Непонятно. Друзья, я попробую, конечно, здесь дверь странная. Посмотрите, что это. Видите, на стене
Что это за рисунки? Непонятные. Как будто психи рисовали. Сори за каламбур. Так. Вот это размеры. Что там? Нет, здесь везде, видимо, будут такие возмущения. Да, здесь тоже были, видимо, ну, был скот. Да. Ну, здесь были поросята однозначно. Очень на это похоже. Потому что в коровнике мы с вами уже были. А, кстати, возможно, и лошади. Да, возможно, лошади здесь были. Ну, собственно. Вы не представляете, как здесь смердит. Посмотрите, какая моднявая кофта. В 90-е она была прям писк моды. Так, ну что, друзья, пойдемте дальше. Так, давай остановимся. Друзья, давайте послушаем тишину. Если что-то услышите, пишите в комментариях. Ну, пойдемте дальше. Вот теперь мне, пожалуйста, объясните, ребят, если кто понимает это. Мы зашли в этот коровник, курятник, ну, короче, где держали скотину. Вот сейчас были в хлеву. То есть сначала зашкалило, туда мы прошлись, все успокоилось. Что это могло бы значить? То есть проводка вообще никак не откликается. Сейчас значение тоже. Кто-то с нами ходит. Такое ощущение, что да, кто-то нас спасет здесь. Живых людей здесь нет. Кроме нас. Сбоку видно, наверное. Смотрите. Еще заметила такую интересную вещь. Если отходить друг от друга подальше, значения прям очень сильно растут. Когда вместе, безопаснее. Так, а вот это что за дорога? Пошли пройдем. Может, по карте посмотрим? Давай по карте посмотрим. Потому как куда-то же она должна вести. Друзья, я включаюсь, потому что мы зашли все-таки в этот поворот. И мы обнаружили, во-первых, здесь очень много подходов вот таких асфальтовых. А во-вторых, там какая-то постройка. И не одна, следующая еще там. Вы знаете, я полагаю, это и были домики персонала. Не могу быть уверена, но давайте сейчас мы с вами вместе расследуем.
сугробик. Уф. Вот, смотрите. Подсобное сельское хозяйство. То есть внизу было написано Республиканская психиатрическая больница. Как-то так. Ах ты. Тут замок. Ладно. Капитальный замок. Друзья, в общем, я не знаю, но мы должны туда попасть. Ведь вы же нам не простите, если мы туда не попадем, правильно? Поэтому ставьте лайки, если вы хотите, чтобы мы в следующий раз пришли сюда. Не знаю, ну, взяли что-нибудь, какие-нибудь инструменты и вскрыли этот замок. Ставьте лайки, тогда придем. Друзья, конечно же, это была шутка по поводу того, что мы не можем зайти в этот домик. Мы попытаемся сейчас это сделать с другой стороны. Очередные дебри. Друзья, вы это слышали? Что это было? Фу, здесь какие-то стуки. Надеюсь, вы это слышали. Стуки были вот отсюда откуда-то. Ладно. Пойдемте. Здесь полы вообще в хлам. Здесь надо открыть. Пофоткай, да. Что это за странный документ? Тише. Что это за звуки были? Вот. Какие-то документы. Акт снятия расчетных приборов. Да, я потом помою. Что это? Ясно. Че? Успокоилась. Но это все, что связано с техникой безопасности. Картотека вот. Всякое. Да. А! Посмотрите. Чекай. Да. Мы тогда с тобой же сделали такой вывод, что на территории они ходят. Да. В помещениях нет. Так и есть. Их нет в помещениях. Странно. Они реально на территории. Вот смотрите, здесь написано главврач Гатин.
Но это не тот главврач, который был конкретно в этой психиатрической больнице. Это вот республиканская, основная, которая в городе. А нигде я не могу найти конкретно фамилии того главврача, который был здесь. Почему-то он нигде не указывается. Такое впечатление складывается, что все документы с его фамилией были уничтожены. Подождите-ка. Заместитель главного врача по экономическим вопросам Юркин. Есть такой. Но это опять-таки не тот. Так. Главный бухгалтер Мухамедшина. Это интересно. Но серьезно, нигде его фамилия не фигурирует. Такое может быть, друзья? Заместитель главного врача по хозяйственной части Гелязов. ХС. Опять не то. Что за шприц? Септогель. Что это? Антисептическое средство с препаратом йода. Для животных. Ах, вот это что. Для животных. Да. Друзья, что хочу сказать. Самое интересное, да, это то, что документация здесь в полной сохранности, в принципе. Что могло заставить людей просто бросить всю документацию, не уничтожить ничего, вот так оставить и уйти? Причем при всем при этом уничтожить все документы с фамилией того главврача, который здесь был. Вам не кажется это странным? Мне кажется. Смотрите. Это... Здесь были, видимо, какие-то расчеты. Сколько они оплачивают за электричество и прочее. Но... Видите, они вот такие вот порванные, а второй части у них нет. Может, там была какая-то информация, и ее уничтожили. Интересно. Услуга электросвязи по абоненту. Так, а это номера телефонов. Кто зазвонил. Агроном. Механик. Так, что это у нас? Тетрацилин. Что это? Стрептоцит. Что еще тут интересного есть? Вот. Пожалуйста. Что по нолям? Я его пока отключу. Ух ты, елки. Вот так вот очень опасно здесь. Полы вообще сгнили тут. Накладные требования к отчету 2007 год. Ячмень, сено, запаска. Все, что связано с полями. Они же тут занимались, у них свои поля. Так, как здесь опасно ходить, вы не представляете. Те самые календари с записями. Это какой год? Не вижу. А, 98-й что-то я не вижу. Это что такое? Кофеина, бензоат натрия, стерильно
пенициллин. Это что такое? Сыворотка против рожи для животных. Ну, в общем, здесь хранились медикаменты для лечения животных. Видите, какая трещина пошла. Что это за звуки? Это ты сейчас звуки издавала? Какие? Такие. Да, это пол. Тань, а ты не хочешь здесь провести эксперимент? Сейчас. Давай здесь. Я думаю, это удобное место. Я тебя хочу расстроить. Здесь чисто. Я поняла. Помещение вообще Номер чисто. один есть. Это несущественно. Это несущественно, согласна. Так что, друзья, если мы ничего сейчас не заснимем в помещении, вот электромагнитник, видите? Электромагнитник не показывает ничего, никаких возмущений. Вы знаете, что самое странное? Самое странное это то, что когда мы заходим в любое из помещений, не считая коровников или каких-то там амбаров, а конкретно в помещении, где либо проживали, либо работали, то есть где находились люди, электромагнитник ведет себя ровно и спокойно. Все практически либо по нолям, либо незначительные какие-то возмущения. Поэтому мы думаем, что вряд ли будет результативным эксперимент здесь. Но мы попробуем все-таки. И если не получится, мы, конечно, дойдем до того самого подвала, замерим там тоже показания электромагнитника. Если и там не покажет ничего, в таком случае мы вернемся сюда в темное время суток и попробуем заснять на улице, так как именно на улице активность себя проявляет очень хорошо. Мы делаем вывод, что именно какая-то аномальщина, паранормальщина происходит конкретно на улице. Мы догадываемся, почему это происходит. Позже мы вам об этом, конечно же, расскажем и покажем. А пока продолжаем исследовать территорию дальше. Друзья, пока Таня настраивает оборудование, давайте зайдем еще вот в эту вот комнату. Здесь мы еще не были. Это крайняя комната в этом помещении. А здесь, смотрите, игрушки. Так, друзья, давайте заходим. Таня настроила. Сейчас. Вот программка. Сейчас, наверное, надо... Я могу тебя в проеме? В проеме, да. И ты сюда тоже выйди. Тихо, тихо. Ты сюда, наверное, ко мне выйди. Вот, видите? Я определил. Трехмерную модель построена. Да, вот меня определила программка. Соответственно, если здесь будет что-то или кто-то, то эта программа также должна определить. Что нужно ставить? Может, коробку какую-то? Да нет, ты лучше поводи, уходи. Ты скажи, влево, вправо, немножко. Давай влево, теперь вправо. Так потихонечку води. Надо ходить по помещению, конечно. Ну да. Явно в этом помещении ничего нет.
Можешь сюда еще, здесь это помещение сними. На меня наводи тут. Угу. Нет здесь никого. Результаты такого эксперимента, к сожалению или к счастью, не всегда положительны. Сегодня мы не смогли увидеть через камеру никого из потустороннего мира. Но мы уверены, что у нас с вами еще будет такая возможность уловить что-то, что заставит наши мурашки побегать. Так что не расстраивайтесь, друзья. Впереди только самое интересное. Не, я думаю, смысла нет. Ну, здесь чисто, да. Ладно. Здесь чисто. Так, друзья, здесь чисто, реально, здесь никого, ничего. Но здесь даже, видите, электромагнитник не работает. В помещении. Ну, в смысле не работает, не показывает. Да, показатели по нолям. Так что, друзья, ну, давайте пройдем дальше. Друзья, мы здесь что-то нашли. Какие-то записки. Нет. Сценка. Это сценки. А это кому они делали сценки-то, интересно? На Новый год. Здравствуйте, ребята. В лесу родилась елочка. Загадки. Так, кому... Игра. Ага. Кому нужен сценарий для елки? Говорите. Готовимся к Новому году. Сценарий уже готов. Что такое? Ого. Так, это что, лекарства какие-то? Угу. Это для поросят что-то. Мне кажется, здесь... А это все для животных. Здесь что было? Здесь для животных. Амфетамины какие-то. Серьезно? Угу. Это свертка антитоксическая. Свертка, правда? Против лезут телят, поросят, ягнят, овец. А, здесь, ну, да, типа, вон она полная, она, Да, они тут все... не вскрытая даже. Здесь мы как раз тогда нашли сундук, в котором лежали открытки, ну там письма какие-то, записки. И мы тогда, к сожалению, не успели их прочитать. Даже посмотреть толком не успели. Мы услышали, что кто-то идет, вышли и попались охране. Вот. Ну а сейчас вряд ли уже сохранилось что-то. Я имею в виду что-то из того чемодана. Так как чемодан, если вы помните, мы нашли в амбаре тот самый. И он был пустой. Сапоги. Это кран здесь был, да? Да. Песок. А здесь бетон. Ох, как здесь там, смотри. Смотри, что это, вино? Друзья, смотрите. Это что, венок? Фу, жесть какая-то. Электромагнитником посмотри, Тань. Не спадает? Дай-ка посмотри. Посмотрите. Друзья, смотрите, здесь также продолжает, вообще ничего не спадает. Да, здесь вообще капец. Фу, что здесь делает венок вообще? Так, вот. Мы тут что-то почистили, открыток было. Вот очень открытка. Это не подписанные. С днем свадьбы. А там были где-то еще подписаны. А вот смотри, еще открытки. Я говорю тебе, здесь вот все, что было, что-то
ну как сказать, хоть какая-то информация. Все уничтожили. Смотри, спадает, да? До 0 почти. Опа. А что такое? Я не понимаю, но... Ну, мне кажется, за нами сюда заходят. Нет. А около венка? Чисто. Все нормально, все чисто. Вот опять показания упали. Все-таки проблема в территории. Так, оп, зеркало. Тут главное в зеркало не смотреться. А что там, зеркало есть? Ну тут старое зеркало. Не надо. Все, амальгама слезла. Да, не надо, в зеркало нельзя смотреться. Я не суеверная, но ту-ту-ту. Смотрите, сколько пуговиц. У кого-то есть такая фобия, боятся пуговиц. Так что зажмурьтесь. В психбольницах так положено срезать с одежды пуговицы, чтобы больные себя не смогли покалечить, ну или кого-то еще. А то разное может случиться. Например, заточит и вены порежет, или проглотит, чтобы загреметь в медсанчасть. А причины бывают разные. Так что там не только пуговицы срезают, там и цепочки, крестики, кольца и прочее. Все снимают и изымают до выписки. А вот когда будет та выписка и будет ли, одному Богу известно. Посмотрите, сколько вещей, посмотрите, сколько пуговиц. Попробуй. Давай посмотрим, какие показания. Показания по 0. Ты посмотри, что я хотела диктофон поставить. А смысла нет, сейчас по 0 здесь. Вот именно в помещениях здесь безопасно. А на территории там просто что-то... Ну тихо, давай вот сейчас тихо постоим. Хорошо, давай. Да, друзья, послушайте тоже. Тише. Мы сейчас постоим тихо. Тут даже прям давит эта тишина. Тишина давит, потому что очень тихо, очень. Ладно, пойдемте отсюда. А тем временем мы подобрались к тому зданию, которое было с большой трубой железной. Это 100% котельная. Собственно, вот смотри. Нет, сюда смысла нет идти. Здесь вот стояли все установки и прочее. Да. Это котельная. Ничего интересного. Друзья мои, подобрались. Странный вход, не знаю. Давай. Ты снимаешь? Нет, а что тут? Возмущение. Ой-ой, ой-ой-ой. Есть сильное возмущение. Здесь каждый раз кто-то возмущается, когда мы подходим к очередной постройке. Это он, тот самый домик. Я не знаю, Света.
Пойдем заходим. Смотрим, тут всякие пауки. Да. Смотри, здесь посылки. Да, коробки от посылок. Кассета. Твою! Фу! Фу, мать его. Фу. Иди посмотри. Друзья, вы это видите? Блин, можно подумать, что это кто-то стоит. Фу, я реально подумала, что кто-то стоит. А это, походу, чья-то шуба. Ох, ё-моё. Фу. Ну нафиг. Что это? Прикинь, что с ним? Он отключился сам, прикинь. Сам отключился? Сам отключился. Пойди-ка. Смотри, что. Он отключается, друзья, посмотрите. Я не знаю, Тань. Он тупо отключается, прикинь. Я его не трогаю, он отключается. Именно в тот момент, когда мы добрались до того самого дома, где жил сумасшедший врач, стала происходить какая-то нездоровая фигня. И мы так и не успели обследовать весь этот жуткий дом. А это значит только одно – продолжению быть. Да, друзья, прожектор у нас, я не знаю, почему-то не работает, он в принципе заряжен. Там нормально еще заряда, и я не знаю здесь, что происходит вообще. Короче говоря, мы сейчас без него ничего не сможем снять, сами понимаете. Поэтому, по всей видимости, съемки придется отложить на следующий раз. Но это и хорошо, с одной стороны, значит, будет продолжение. Друзья, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, и мы обязательно в скором времени сюда вернемся и дообследуем эту местность до конца, проведем эксперименты, естественно. Хотим мы их провести все-таки, когда темно, поэтому ставьте лайки. Спасибо большое за просмотр. Вы лучшие.